Теплое время года уже вернулось практически во все регионы. Люди могут достать из своих гаражей электросамокаты, электроскутеры, мотоциклы и отправиться вдаль, наслаждаться поездкой. Особенно наслаждаются поездкой те люди, которые владеют электрическим транспортом, потому что электричество гораздо дешевле и проще в эксплуатации. На этом канале мы много раз говорили о преимуществах электротранспорта. Но это не будет одним из таких видео. В этом видео мы рассмотрим угрозы, которые исходят от подобного вида транспорта, для того, чтобы вы не повторяли ошибок тех, кто уже поплатился за них здоровьем и жизнью. Мы решили записать это видео, потому что нам важно знать, что человек, который садится на двухколесный вид транспорта, трехколесный вид транспорта, в частности в нашем случае это электроскутеры, знает, какие угрозы таятся на дорогах и как можно их избежать. В основном эти угрозы все устраняются элементарным знанием ПДД. Мотоциклы это или машины, двухколесные, трехколесные, четырехколесные. Все это один из самых опасных видов транспорта в мире, потому что с ростом числа покупок новых машин, новых мотоциклов увеличивается и угроза столкновения с кем-то. Поэтому слушайте меня внимательно, запоминайте, и я надеюсь, с вами это никогда не случится. Поехали! Хочу сразу сказать, этот топ не распределен по степени важности. Все пункты в нем очень важные. И поэтому я не буду долго откладывать и скажу сразу, одно из самых опасных, что мне приходит в голову, это фуры и езда по дорогам, там, где ездят фуры, грузовики и прочая огромная техника, которая просто вас может не заметить. Элементарный человеческий фактор не может все контролировать всегда, тем более человек, который едет очень много суток, может несколько месяцев ехать, везти груз, он может просто не заметить машину, а вы едете на электроскутере. Поэтому учитывайте, что не нужно подкрадываться из-под тишка к фуре, не нужно сильно приближаться к ней. Во-первых, по причине того, что водитель вас может не увидеть. Слепая зона, главное, у фуры – это правая сторона. Забудьте про то, чтобы подъезжать к фуре с правой стороны. Да и вообще можете забыть про то, чтобы подъезжать близко к фурам и каким-нибудь другим габаритным видам транспорта. Мы говорим об угрозах, но это касается не только России, СНГ, это касается всего мира. Недавно, пару лет назад в Лондоне произошла трагедия, по которой девушка на электросамокате внутри города, то есть в городе, попала под фуру и погибла. Это произошло в Лондоне, где есть велодорожки специальные для электросамокатов, и где правила дорожного движения вроде как соблюдаются очень хорошо, но это все равно случается, поэтому будьте осторожны, поэтому к фурам очень внимательно. И здесь же следующая опасность, которая от фуры исходит, это камни, вылетающие из-под колес. Учитывайте это, вдруг от фуры что-нибудь отскочит и полетит прямо в вас. Если вы будете близко находиться, вас просто может снести элементарно маленьким каким-нибудь болтиком или камешком. Я уж не говорю, если на дороге разбросан какой-то мусор. Не нужно никогда рисковать. Если вы в чем-то не уверены, вы можете подождать, пропустить или объехать очень медленно как-то. И главное, видеть, чтобы водитель вас видел. Ну и здесь же стоит сказать, что выезд на магистрали на скутерах запрещен. Автомагистрали забыли, их нету. И, кстати, в Китае, здесь, где я сейчас нахожусь, здесь тоже нельзя этого делать. То есть, я думаю, это во всех странах так есть. Я не буду говорить за всех, но знаю, что в Китае и в России этого точно нельзя делать. В Китае еще отдельно знаки ставят, потому что большинство народа как раз на двухколесном транспорте. И поэтому здесь в Китае очень распространен знак «Въезд скутером запрещен».
Есть такое. В России я пока что такого не видел, но я думаю, это скоро введут. Но пока что говорю вам так. Здесь я не могу пройти мимо и не процитировать ПДД, как вообще должен двигаться электроскутер по дороге. Пункт 24.7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд, либо по полосе для велосипедистов. Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает помех пешеходам. А мы с вами, как известно, приравниваемся к мопедам, если мощность нашего электроскутера не достигает 4000 Вт. Внимание! Полоса для велосипедистов – это не то же самое, что велодорожка. Помните это. По тротуарам, по газонам, по велодорожкам перемещение на электроскутерах запрещено. Нельзя. И поэтому мы передвигаемся к следующему пункту. Был период, когда можно было это делать. Но когда мы наращиваем мощность наших электроскутеров, когда увеличивается скорость, увеличивается мощность, скорость разгона, то это становится опасным в первую очередь для тех, кто идет мирно по тротуару. Объясняю, у меня был такой случай. Я был еще не очень опытным, я на Ситикока ездил пару раз, и тогда мне в руки попал, я не помню, по-моему, это был трайк. Приехал в одно место, поставил его на обочину и увидел, что он катится назад. Тогда у нас еще не было стопа для тормозов, я не мог поставить на тормоза. Сейчас у нас, кстати, есть эта функция. Вот, он покатился назад, и я, чтобы его подтащить обратно вперед, поставить, я просто спереди подошел, взялся за ручку газа и на себя потащил, но ручка газа нажалась, и скутер поехал на меня, а мощи у него, дай Боже. И хорошо, что это всего лишь я был. Когда вы едете по тротуару, вы также можете как-то не рассчитать. Может, ваш скутер слишком резкий, а людей слишком много, и вы ненароком кого-то собьете, если, не дай бог, если это молодой человек, он отскочит, но если это бабушка, если это родители с ребенком с коляской габаритной, то как быть в таком случае? Нельзя ездить по тротуарам. Я уж не говорю про газоны. Газоны — это мелочь, это просто лицо города, подумаешь. Вот. А вот человеческие жизни, человеческое здоровье – это важно. Вы не имеете права ездить по пешеходным переходам, но вы имеете право вдруг раз так по щелчку и стать пешеходом. Как это сделать? Выключить скутер, слезть с него и покатить мирненько, как будто бы ты катишь велосипед. Эти случаи очень удобны, если ты не имеешь права поворачивать налево, но тебе нужно это сделать. И этот случай мы разберем дальше. Это третий момент, третья угроза, которая исходит в таком случае. Перекрестки – это довольно опасное место, на котором не знаешь, как той или иной водитель поведет себя. В частности, в Китае тут вообще пипец с перекрестками, тут вообще жди чего хочешь. В России чуть получше, но тем не менее ты не знаешь, что у другого человека в голове. На перекрестках происходит около 15-25% всех ДТП. Это именно я сейчас говорю про аварии, несчастные случаи, которые происходят по вине водителей. Неправильный проезд перекрестка – это одно из самых опасных мест в нашем разговоре сегодняшнем. Читаем правила у меня тут на телефончике. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается, а также скутеров, поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении, кроме случаев, когда из правой полосы разрешен поворот налево и за исключением дорог, находящихся в велосипедных зонах. Короче говоря, если это улица с трамвайным движением, то есть вам надо, чтобы повернуть налево, переехать через рельсы, нельзя вам это делать. Если эта дорога имеет более одной полосы, которая движется в данном направлении, то вам нельзя также поворачивать. А что же делать, скажете вы? А зачем мне такой скутер, когда я не могу поворачивать налево? Спокойно, вы как раз делаете то, что я говорю. Вы должны превратиться в пешехода. Вы отъезжаете к обочине и делаетесь пешеходом. Выключаете скутер и катите его спокойненько. Потом перекатываете, получается, прямо, потом налево и дальше продолжаете движение. Вот и все. Это безопасно, это
Да, это долго, дольше, чем если бы вы просто поворачивали. Но поверьте, так будет лучше в плане безопасности и в плане ответственности. Потому что ПДД нужно соблюдать. Кстати, по обочине вы имеете право ехать, если это не мешает другим людям и вообще никому не мешает, короче говоря. Поэтому запомните, главное никому не мешать и соблюдать ПДД. Едем дальше. Не менее важный, который стоит наравне со всем остальным, это шлем. Не нужно пренебрегать шлемом, я вам уже это тоже много раз говорил. Кстати, во всех своих роликах я в шлеме. Не только потому, что он мою камеру держит обычно, потому что я реально всегда в шлеме. В Китае за это тебе ничего, собственно, не будет. Но я смотрю просто, когда полиция тормозит людей без шлема, они делают им замечания и все. То есть в Китае как-то не сильно строго с этим. Очень много случаев, когда люди без шлема умирают от этого, просто потому что не одели шлем. И посему я вас прошу, не экономьте на шлемах. То есть самый дешевый шлем купить можно, конечно, и он где-то может вас выручит, но лучше все-таки заплатить на 500 рублей дороже или на 1000 и купить нормальный шлем, который действительно спасет вам жизнь, если тот же болтик отлетит от фуры и полетит прям вам куда-нибудь в глаза. В том числе шлем необходимо одевать по ПДД, и за это грозит штраф за то, что если вы не оденете шлем. А одетый шлем — это значит закрыт козырек и пристегнут ремень. Да-да-да, нельзя ехать, чтобы ваши лямки вот здесь вот болтались. Нужно обязательно их застегивать. Только в таком случае считается, что шлем одет на вашу голову. И тогда сотрудники ГАИ вам ничего не скажут. Только в таком случае, если лямка у вас застегнута. Это считаете ваш ремень безопасности, если так сказать. Если вы водитель со стажем, то вы знаете, как часто камень рикошетит в ваше лобовое стекло. Лично я, пока жил в России, я 5 лет ездил за рулем машин, и 2 раза за это время у меня разбивалось лобовое стекло просто потому, что камешек вылетел с какой-нибудь фуры или впереди проезжающей машины. Поэтому не стоит пренебрегать шлемом. Если вы без шлема едете, то такой камушек может стать фатальным для вашей головы. Не стоит экономить на шлеме. Еще один пункт, которым очень любят пренебрегать китайцы, очень любят. Я когда приехал в Китай, я просто офигел, как они здесь перевозят разного вида предметы. Но в ПДД написано, что нельзя перевозить на скутеры крупногабаритные предметы, если это не предусмотрено конструкцией скутера. Нельзя этого делать, нельзя вести длиннющий 3-метровый рулон чего-либо, еще и перпендикулярно своему ходу. Нельзя так делать. Это штраф. И штраф — это фигня, но это ваше здоровье, если вы закрепите такой груз, а потом зацепитесь за кого-нибудь. Или даже не вы можете быть даже ни при чем, просто другая машина не увидит и зацепит вас. И что тогда? Вы минимум упадете. Но и здесь же мы отметим перевозку пассажиров. И для этого мне нужно опять обратиться к ПДД. Запрещается перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства. Перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест. И это еще не все. Во-первых, мы не возим детей до 7 лет. Второе. Мы не возим людей, если у нас скутер по определению не может вести 2 людей. Садить 3 человек на одно место нельзя. Нельзя. Только если скутер двуместный, вы можете вести человека. А также это довольно опасно тоже, если вы не имеете достаточного опыта на любом транспорте. Вы несете ответственность за этих пассажиров. Когда вы едете один, вы один. Когда вы с пассажиром, на вашем счету 2 жизни. Поэтому учитывайте это, пожалуйста. И выполняйте ПДД так, как написано в книжке. Не ищите лазеек, а делайте так, как говорят. И тогда вы проездите очень много лет без травм, без происшествий. И все будет хорошо. И давайте бонусом я вам напомню, что эксплуатация электроскутера — это тоже важная часть
безопасности, потому что вы должны проверять колеса, вы должны проверять тормоза, это как минимум, а также исправность всех функций вашего электроскутера. Как за этим всем следить, мы вам уже говорили, есть видео по эксплуатации на этом канале. Андрей чудесно все рассказал и показал, обратите внимание на это. Подводя итог, хочу сказать, что на протяжении всего разговора я как бы обращался к вам и требовал от вас выполнения ПДД и требовал от вас помнить все эти угрозы. Но не все зависит только от вас на дорогах. Стоит помнить, что дорога – это вещь такая непредсказуемая. И помимо всего, что вы должны выполнять, вы еще должны следить за остальными участниками движения, чтобы они еще где-то там не ошиблись, не дай бог. Поэтому будьте внимательны на дорогах, особенно если у вас нет опыта вождения, то будьте втройне внимательными. А если у вас есть опыт вождения, то, пожалуйста, не зазнавайтесь на дорогах, пожалуйста, не думайте, что вы боги. Нужно все в меру, а также выполнять ПДД. Поэтому сейчас мы можем сделать вот так, расслабиться, зайти на сайт skyboard.store, посмотреть наши модели, а также прийти в один из наших магазинов, к одному из наших дилеров, чтобы протестировать, проехаться, посмотреть безопасность, в конце концов, наших скутеров и потом делать свои выводы. С вами был Евгений, канал Skyboard. Я надеюсь, вы досмотрели это видео до конца, потому что это очень важное видео. Здоровья вам, оставайтесь с нами. Увидимся в новых видео, более веселых.